Пока Центробанк, задирая ставку, вопит о пузыре и перегреве экономики, многие граждане говорят: «Так все ж так хорошо, как никогда не было». Все получают зарплаты, о которых и не мечтали. Берут вторую и третью ипотеку под 7%. Покупают автомобили даже за те невероятные ценники, которые на них выставляют. Никого не смущает за 5-летнюю Камри 3 миллиона отдать. Все радуются жизни. Даже у людей, которые резко негативно настроены к Путину и войне, складывается ощущение, что тому удалось как-то обмануть экономику, нарушить все ее законы и сделать так, что страна, которая несет сплошные убытки от войны, каким-то невероятным образом на вид процветала. Интересно, конечно, что каждый пузырь, каждый перегрев экономики в истории человечества выглядит абсолютно одинаково. Каждый раз у людей сценарий грядущего схлопывания перед глазами, и каждый раз никто не хочет его замечать. Раз уж Твиттер с таким удовольствием описывает нам роскошный образ жизни российских айтишников, берущих третью ипотеку, давайте начнем с удивительно похожей и прекрасно знакомой айтишникам ситуации. Страшный IT-кризис 2000 года в США. До кризиса этого всем казалось, что все не просто хорошо, но что они при жизни в рай попали. Что такое пузырь доткомов? В середине 90-х интернет из технологий для ученых и энтузиастов стал превращаться в новый мировой феномен, число активных пользователей которого увеличивалось взрывным образом. В 93-м доступ в интернет был у 10 миллионов человек, в 97-м уже у 120 миллионов, а к 2000-му их число стало 400. Формировался новый мир, новый рынок, который вот-вот поглотит всю планету и где будут заколачиваться ни с чем не сравнимые деньги. Все ломанулись делить эту поляну, о которой не было известно ничего, кроме цифр роста. Во второй половине 90-х создаются тысячи компаний, инвесторы готовы давать мешки денег любому очкарику в растянутом свитере, если перед ним монитор и клавиатура. Существовало почти религиозное убеждение в том, что простое добавление .com к названию компании заставляет ее нести золотые яйца. Технологические компании одна за другой выходят на биржу. Сегодня ты с 3 кентами пишешь код в отцовском гараже, а через год ваш продукт стоит $1 миллиард. Это может быть чуть-чуть гиперболизированная, но очень недалекая от истинной реальности тех дней. Дефицит кадров в IT был настолько острым, что пройти месячные курсы программирования и без опыта получить зарплату в $100 тысяч в год было нормой жизни. Индекс главной технологической биржи NASDAQ, где росли старые и размещались новые игроки IT-индустрии с 1995 по 2000 год, вырос в 5 раз, с 1000 до 5000 пунктов. Чтобы вы понимали, после обвала в 2000-м индекс снова достигнет 5000 пунктов только спустя 14 лет. Пока все гуляли на этом празднике жизни, пока целыми офисами превращались из студентов сразу в миллионеров, пока скупали акции чего угодно интернетовского и делали на них 1000% доходности, никому не приходил в голову очевидный вопрос. А на чем все эти компании, которые стоят миллиарды, планируют зарабатывать? Дело в том, что все уже привычные нам модели заработка, например, размещение контекстной рекламы рядом с результатами поиска, все такие модели возникли в результате кризиса доткомов, когда те немногие, кому удалось выжить, стали кумекать, как не умереть окончательно без бесконечных и бесплатных инвесторских денег. В момент угара доткомов все просто верили, что в интернете зарыта куча денег. Но где они там зарыты? Чем их выкапывать? Как должен выглядеть экскаватор, который превращает цифру на счетчике посещаемости в зачисление на банковский счет? Никто не имел ни малейшего понятия. Если сегодня послушать, как люди планировали тогда зарабатывать, это просто уморительно. Яндекс.ру зарабатывать вообще не планировал, если не считать рекламного баннера на главной странице. Яндекс.ру — это бесплатная демонстрация возможностей поискового движка, чтобы продавать коробочный продукт, поиск по локальной сети Яндекс.Диск. Вот так вот. Звучит смешно, но это далеко не худший вариант. Подавляющее большинство тогдашних технологических компаний вообще не имели никаких идей, как свою деятельность превратить в бизнес. Они демонстрировали инвесторам богатый дизайн и функционал своих сайтов, рост числа пользователей. Показывали, какую кнопку жать, чтобы все стало свистеть, пыхтеть и переливаться радугой. А до разговора о том, как и когда эти свистопыхтелки превращаются в деньги,
дело в презентациях не доходило вовсе. Но что, если вы на машине времени сейчас отправитесь в апрель 99 года и зададите ныне очевидный вопрос? Как может сайт, который не занят ничем, кроме ретрансляции радио и телевещания, число активных пользователей которого не превышает 500 000 человек, как он может стоить почти 6 миллиардов долларов? Как может сервис, который ни черта не зарабатывает, оцениваться из расчета по 10 тысяч долларов за каждого пользователя? Это, кстати, не абстрактный пример, а реальная сделка, когда Yahoo купил Broadcast.com. Но если бы вы со всеми этими в высшей степени разумными аргументами оказались в Калифорнии 99 года, вам ответили бы так: «Ты дурак и ничего не понимаешь. На этот раз все будет иначе. Интернет создал новую экономику. Неважно, какие сейчас цифры у этого сбацанного на коленке в студенческой общаге сайта. Важно, что через 3-5 лет покрытие быстрым интернетом будет абсолютным. Что все, мол, перестанут смотреть телевизор в телевизоре и слушать радио в радиоприемнике. Плюс-минус весь мир будет потреблять все виды контента только через интернет. Прочие каналы дистрибуции вымрут, и тот, кто первым застолбит место главного интернет-вещателя, заработает все деньги мира. Весь телек, все радио, весь Голливуд, все музыкальные лейблы и книжные издательства будут ему в дверь скрестись. Для всех интернет был золотым прииском, где прямо сейчас нужно любой ценой застолбить свой квадратный километр. И не важно, что он пустой и неразведанный. Как на этом заработать, придумаем потом. Никто не мучил себя раздумьями из серии «А вдруг развитие отрасли пойдет как-то иначе, в другую сторону, в других форматах?» Все компании шли к инвесторам под большевистским лозунгом о сносе старого мира до котлована и строительства на этом месте новой экономики с нуля, где тот, кто был ничем, вдруг станет всем. Не будет больше никаких десятков тысяч зоомагазинов. Мы создали сайт pets.com, где будут все товары для домашних животных, от корма для собак до клетки для крокодила. Каждый кассовый аппарат, каждой лавки с лакомствами для котов и пилюлями для лошадей мы пересыпем себе в карман. На скучные разговоры: друзья, слушайте, а что насчет стоимости логистики, инвестиций в склады, транспорт, в курьеров? Будет ли все это конкурентоспособно вообще и в конечной цене? И вообще, хоть кому-то это нужно? Существует ли в 99 году рынок под названием «доставка товаров для животных», на котором вы собираетесь обогатиться? На все такие разговоры тогдашние стартаперы отвечали заклинаниями из непонятных, но заумных слов, типа «мультимедиа», «диджитал» и «communications». Заслышав эти слова, инвесторы буквально сыпали миллиардами. В этом поразительное свойство и главная опасность пузыря. Его стенки выглядят примерно как окно комнаты для опознаний в полицейских сериалах. Они непрозрачны изнутри. Но снаружи, особенно задним числом, все супер понятно. Поговорим подробнее и применим это на нашу реальность после небольшой рекламы. Доступа к зарубежным сервисам в России становится все меньше. В прошедшем месяце россиянам не только начали сильно замедлять YouTube, но и заблокировали один из мессенджеров для безопасного общения – Signal. Трудности создают и зарубежные компании, которые вводят ограничения на доступ к своим сервисам для пользователей из России. 9 сентября стал недоступен Notion. Со дня на день сложности будут с доступом у других профессиональных инструментов, таких как Wix, Recraft и Coda, а также к корпоративным сервисам Microsoft 360. Отказываться от проверенных сервисов и нести убытки – не выход. Поэтому, если вы ищете VPN, который позволит вам пользоваться проверенными сервисами без ограничений, присмотритесь к Blank VPN. Он работает уже 7 лет и имеет высокие рейтинги, например, на сайте проекта Роскомсвобода. Трафик пользователей не ограничен, как и количество подключаемых устройств. Можно приобрести одну подписку для своих родных и близких по доступной цене. Сервера Blank VPN расположены по всему миру и позволяют смотреть YouTube в разрешении 4К. Есть и локация с российским IP-адресом для тех, кому нужно пользоваться сайтами Рунета за рубежом. Подключить VPN можно на абсолютно любое устройство, даже на роутер или на смарт-ТВ. Если возникнут вопросы по настройке, то в любое время суток вам поможет дружелюбная команда поддержки сервиса. Blank VPN можно оплатить как российской, так и международной картой. Для новых пользователей скидка в 58% на годовую подписку. Достаточно ввести промокод CATS или перейти по ссылке в описании или этому QR-коду. Приятный бонус. Первые 30 дней теста Blank VPN дает вам возможность вернуть деньги.
Продолжаем. Снаружи, особенно задним числом, с любым кризисом все супер понятно. Понятно, что компания, которая хрен пойми чем занимается, у которой нет не то что продукта, но даже понимания рынка, на котором она собирается работать, такая компания не может стоить миллиарды долларов. Задним числом понятно, что, окончив месячные курсы, переехать с кассы магазина в просторный офис на зарплату в 100 штук – это неправильный рынок труда. Задним числом понятно, отрасль не сможет существовать только на деньгах инвесторов. Но пузырь существует ровно потому, что те, кто сидит внутри, видят все по-другому. Видят, как сосед купил акции мультимедийной корпорации кучкабездельников.com и за год умножил инвестиции на 10. Перед ними отрасль, где каждый день возникают новые компании, создаются рабочие места, растут зарплаты. Перед ними не стоит вопрос, насколько это все реально. Их волнует, как не опоздать на этот праздник жизни, где найти тот гараж с 3 студентами, компания которых вот-вот будет стоить миллиард. Пузырь доткомов был настоящим апокалипсисом для отрасли. Выжившие в нем и дожившие до наших дней компании – единичные счастливчики. Все тогдашние гиганты были сметены, уничтожены и больше не восстановились никогда. Когда такой апокалипсис случается, он для всех становится абсолютным сюрпризом. Как такое могло произойти? Хотя он был совершенно неизбежен. И весь здравый смысл, казалось бы, об этом вопил. Теперь вернемся к российской экономике и попробуем позадавать себе те вопросы, которые никто сейчас не задает, находясь внутри пузыря. Как вам кажется, дать банку взаймы под 22% свои деньги – это нормальная экономика? Не создавая никакого товара или услуги, не нанимая работников, не арендуя помещения, не принимая на себя никаких рисков, не взаимодействуя с реальной экономикой, никуда не инвестируя, не вкладывая никакого труда или знаний, которые могли бы создать добавленную стоимость. Просто 3 кликами в приложении сделать 220 тысяч, положив 1 миллион на год. Это нормальная экономика? Как, по-вашему, выглядит оборотная сторона этого процесса? Банк у вас покупает рубль на год за 22 копейки, накидывает на это свои операционные издержки, добавляет прибыль и должен кому-то перепродать как минимум за 24 копейки с каждого рубля этот ваш рубль. Как вы себе представляете приобретающих такой рубль человека или предприятия? Чем по жизни занимается тот субъект экономической деятельности, который может заработать и для вас, и для банка? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что с точки зрения человека, который не наслушался бизнес-гуру на Ютубе, а имел хоть какое-то касательство к предпринимательской деятельности, с нынешней ценой денег в России единственный возможный бизнес – это не кофейня и не нефтевышка, и не магазинчик в Даркнете. Единственный бизнес – это давать взаймы банку. Нормальная ли ситуация, что с такой ценой денег в России продолжает расти потребительское кредитование? Что значительная доля спроса в экономике, в основном на автомобили и электронику, обеспечена деньгами, которые люди взяли под 20 с лишним процентов годовых? Нормальна ли ситуация, что человек, который был занят каким-то неквалифицированным трудом, склад, например, сторожил за 30 тысяч в месяц, подписав одну бумажку, получает 100 своих годовых зарплат? Просто так. Производительность его труда не выросла, она снизилась до нуля. Раньше он продавал услугу охраны склада. Эти 30 тысяч рублей были эквивалентом нужной кому-то деятельности. Теперь он сидит в окопе и не существует на рынке. Но его жена идет в магазин, автосалон, риэлторское агентство и создает спрос на 3 миллиона и еще на 200 тысяч рублей ежемесячно. У многих людей представление о товарно-денежных отношениях как о какой-то магии. Хотя устроены они очень просто. Когда вся наша экономика – это 2 деревни, одна из которых ловит рыбу, а другая выращивает рис, нам не нужны никакие деньги, мы просто меняем рис на рыбу напрямую. Но в какой-то момент экономика становится сложнее. Возникает, например, хутор, где стругают удочки. Удочки нужны деревне рыбаков, а деревня с рисом, они и даром не упали. В этот момент хутор договаривается с деревней рыбаков. Давайте вы нам за удочки не рыбой будете платить, которую уже видеть тошно, а какой-то монетой, которая будет стоить 1 рыбину. И теперь, когда хутор хочет риса, ему не нужно придумывать, чем он может быть производителем риса полезен. Теперь есть эквивалент пользы, которую хутор уже принес рыбакам. Монетка,
которую производитель риса потом сможет поменять на рыбу. В этот момент монетка в одну рыбу обретает ценность для всех, потому что ее можно использовать для обмена в любую сторону. Но тут хутор с удочками мудрый правитель в полном составе отправил воевать. Он больше не приносит пользы, не создает предложения. Он просто тратит кучу рыбных монеток, создавая только спрос. Теперь удочек не стало, рыбы и риса осталось как было, а монеток стало сильно больше, потому что мудрый правитель их отсыпал. И вот вопрос. Если в таких условиях жена удочника стремительно скупает рис и рыбу, рыбные монетки будут быстро и драматично дешеветь или не будут? Долго они просуществуют как средство обмена? Долго ли будут хоть кому-то нужны? Деньги за работу сторожем – эквивалент труда сторожа. Выплата за мертвого сторожа – это чистая эмиссия. Спрос, против которого не создано никакого предложения. Равно как никакого предложения не создает сборщик дрона, который не будет продан ни на внешнем, ни на внутреннем рынке. С точки зрения экономики он создает только спрос. Люди и предприятия массово перестают создавать предложения в экономике и создают в ней неадекватный спрос. Это нормальная ситуация? Долго она может продолжаться? Чуть более сложный вопрос. А такое вообще бывает в природе, что бюджетная и монетарная политика идут встречными курсами? Когда Центральный банк поднимает ставку из-за сумасшедших расходов бюджета, а расходы эти приходится еще увеличивать, чтобы покрывать издержки от повышенной ставки для оборонных предприятий и субсидируемой ипотеки. Нормальная ли ситуация, когда инструмент, предназначенный для обуздания инфляции, сам по себе инфляцию раскручивает, вынуждая государство тратить еще больше денег? Нормально ли, что граждане, то ли наблюдая рост цен, то ли рассчитывая, что выросшие зарплаты будут расти и дальше бесконечно, набирают кредиты по любым ставкам? Все эти вопросы будет очень легко обсуждать из будущего задним числом. Тогда люди будут вполне уверенно говорить, что брать семейную ипотеку под 7% и тут же размещать депозит в банк под 22% – это не кредитно-денежная политика, а абсолютное безумие. Производство денег из воздуха и убийство реального сектора экономики. Так же, как в нашем примере с дотком-баблом, так же, как было в случае с ипотечным кризисом, задним числом станет очевидно, что это все обязательно должно было грохнуться. Что однушка на окраине Воронежа с бабушкиным ремонтом не может стоить больше 3 миллионов рублей. Людей совершенно не пугают заклинания ЦБ о перегреве экономики. И правильно не пугают. Внутри перегрева жить очень классно. Твоя жизнь сильно улучшается, помимо всяких усилий с твоей стороны. Ты вдруг начинаешь получать в несколько раз больше денег за свою работу. И, не помня себя от счастья, погружаешься в потребительский рай, безразлично смотря на то, что по условиям кредита за китайский джип второй такой же нужно купить банку. Ведь зарплату снова скоро повысят, и то будет неважно, ведь точно при таком дефиците кадров не уволят. Плохо жить не при перегреве. Плохо жить становится, когда неизбежно оказывается, что твое рабочее место существовало только потому, что на него был искусственный спрос. Когда оказывается, что счастье кончилось, а кредиты остались. Мы ни в коем случае не призываем спать на гвоздях и не пользоваться теми возможностями, которые дает перегретая экономика. Все, к чему мы призываем, понимать, что ситуация вокруг вообще ненормальная. Она искусственно создана. И судя по аварийным действиям ЦБ, судя по открытой перепалке между ним и крупнейшими госкомпаниями, которые вдруг заговорили о банкротстве и даже устами Чемизова вспомнили умное слово «стагфляция», то есть высокая инфляция в сочетании с падением экономики и безработицей. Так вот, судя по этому всему, ситуация близка к развязке. Развязка, как в любом таком кризисе, наступит неожиданно, и к этому нужно быть готовым. Нормально зарабатывать на перегреве. Зарабатывайте. Но ненормально набирать на перегрев долгов и обязательств. Ненормально с чрезмерным оптимизмом смотреть в будущее и у этого будущего одалживать. Вот так не надо делать. В такой момент мозг со всей силы подталкивает считать, что через год зарплата станет вдвое выше и жить сегодня как бы на завтрашнюю зарплату. Нужно приложить изрядное количество усилий, чтобы жить, имея в виду, что через год зарплаты может и не быть вовсе. Это непросто, но приложить такие усилия нужно. До завтра.